Ребята, я в эфире. Меня слышно, видно? Напишите. Вот. Всем приветы. Ждем зрителей. Пока что никого нет. Так. Сейчас. Так. Привет, привет. Алло, алло. Так, напишите, как видно меня, слышно. Так, все норм, спасибо большое. Так, всем привет. Всех хочу поздравить с наступающими праздниками, с Новым годом и Рождеством. У кого-то уже и с прошедшим Рождеством. Давайте немножко подождем зрителей. А так, пока мы ждем, я хочу немножко рассказать о своем плане стрима. Я хочу рассказать про новинки, которые у меня есть, а также немножко обсудить новый каталог от Звезды. Мне его прислали в печатном виде. Я думаю, будет очень интересно посмотреть, что нас ждет на будущий год. Также у меня есть новинки от фирмы ICM. Ну и хочу немножко рассказать про мои стройки, настоящие и будущие. Вот как-то так. Ну, просто с вами пообщаться. Так. Да-да-да, всех с наступающим. Привет и в Тулу. Арктику, да, я собираю тоже Арктику. Она мне пока дается не очень быстро. Так. Привет из Алжира. Охо, какая-то диковинная страна для моделизма. Так. Когда будет обзор моделей, но он очень редко, но выходит на Дзене. Я планирую вещать в течение часа-полутора, наверное, не больше. Ну, то, что время уже позднее. Вот. Ярославль, привет. Так. Хочу попробовать что-нибудь с полным интерьером. Я очень хочу это сделать, но вы понимаете, что мне нужно выпускать, хочется, по крайней мере, выпускать видео каждую неделю, а под это не каждая модель подходит. Вот та же Арктика, я ее строю, я понимаю, что я не могу его выпустить видео на этой неделе, откладываю, беру что-то, что побыстрее собирается и красится, и вот параллельно работаю над Арктикой, и поэтому вот такие крупномасштабные проекты очень сложные в этом плане для YouTube. Ну, по крайней мере, для моего графика, который я сама себе построила. Привет в Калининград. Как песик поживает? Отлично. Зиму он не очень любит. Из какого я города? Я из Москвы. Так. Нижневартовск, привет. И Йошкар-Ола тоже. Так. И в Хорватию тоже привет. Так. ЗИС скоро будет готов. Угу. Но у нее очень сложная модель, поэтому тоже немножко попозже. Так. Ну, сколько нас уже тут? 100 человек? Ну, я думаю, можно начать, наверное, рассказывать про каталог от Звезды. Вообще, я хотела сказать Звезде большое спасибо. Они в этом году меня поздравили с праздником, прислали мне целый набор с своими подарками. Например, вот такой вот у меня есть ежедневник с их, как сказать-то, логотипом ручки,
календарь. И вообще они прислали очень много вкусностей, так что большое им спасибо за эти подарки. Я, честно, не ожидала этого. Вот. А также они прислали в своем подарке вот такой вот очень интересный раритетный набор. Это, вот видите, пехота Красной Армии. Это вообще самый первый набор, который выпустила эта фирма. Вот вообще самый первый. То есть никакой не танк, не самолет, а первым, что они выпустили, это набор вот таких солдатиков в 35-м масштабе. Это красноармейцы. И чем примечательно именно этот набор, то, что они в этом году праздновали 30-летие этого набора. Представляете? 30 лет, как звезда на рынке масштабных моделей. И внутри находится эксклюзивная фигурка маршала Жукова. И помимо всего прочего, сейчас я вам покажу, короче, сейчас, что же там внутри. Так. Привет в Крым. В ТикТоке стримы будут, ну, не знаю, пока я к этому пока не готова. Может быть, когда-нибудь дозрею до этого. Но если и будут, то, наверное, сборочные. Так вот, внутри находятся вот такие литнички с солдатиками. Качество у них, наверное, тоже 30-летней давности, потому что этот набор они, я так понимаю, долгое время не выпускали, и только вот выпустили эксклюзивную серию, посвященную юбилею фирмы. Вот, и, наверное, пресс-формы находятся тоже в плачевном состоянии, сколько наборов вылито на этих формах. Ну, вот так он выглядит. Лица у солдат очень даже ничего, но очень много аплоя. Но это простительно для такого набора. Ну и сам эксклюзив. Эксклюзив находится вот дальше. Сейчас, где же сама фигурка? Прошу прощения. Вот фигурка маршала Жукова. Честно говоря, я даже не хочу собирать этот набор. Мне хочется оставить его вот таким вот эксклюзивным. Вот такая фигурка. Видно? Или нет? Она, конечно, отлита уже в очень смоле, похоже. Или это какой-то такой пластик, очень высоко детализированный. Пальцы все видны. Нос, глаза. Каждая складочка. В общем, очень классно вылита эта фигурка. Ну и помимо фигурки, у меня есть вот такой вот сертификат, что этот набор, он имеет уникальный номер из всего лишь 1500 выпущенных. И я счастливый обладатель данного набора. Вот так вот. Ну и плюс схемки. И схемки выполнены не на обычной бумаге, а на глянцевой бумаге. В общем, очень-очень здорово. Не знаю, я довольна с подарком. Еще раз большое спасибо Звезде за такое внимание. Так, ну давайте, наверное, перейдем к обзору. Наверное, каталога. Вот так он выглядит, наверное. Ну, многие уже видели его в PDF-ной версии. Ко мне пришла печатная. Сейчас вам буду потихоньку показывать и рассказывать свои впечатления. Так. Какие вы тут комментарии пишете сейчас? Привет в Севастополь и в Нижний Новгород. Да, и всех поздравляю с наступающим Новым годом. Так, ой, спасибо за донаты. Сейчас слышу, посмотрю, с вопросом он или нет. Прошу прощения. Так, сейчас. Нет, просто большое спасибо. Так, вернемся к комментариям. Так. Привет из Кубани, да, мне очень нравится ваш регион. Так, что так поздно стрим? Ну, вот так вот получилось. Так.
Да, тем более сейчас такой период, что у многих кооперативы, а, все как-то готовятся и на работе празднуют Новый год, и подводят итоги года. И, не знаю, мне показалось, что в 10 будет нормально. Так, так. А, так. Ну, давайте, ладно, пойдем посмотрим каталог. В общем, вот. Вот так выглядит обложка. На обложке находится самолет Су-25 «Грач». И, если честно, в моей семье есть был человек, который лично был причастен к проектированию этого самолета, также участвовал в его испытаниях, модернизациях. В общем, такая знаковая машина лично для меня. Так, ну, начало оглавления, и начинается каталог с авиации. Авиация. И первым делом здесь нас встречают вертолеты в 72-м масштабе. Так, вот так вот. Что могу о ним сказать? Что в моей коллекции есть, например, Ми-8. Я его собирала давно и, если честно, не очень им довольна. А также интересно, что многие модели тут отмечены значком журнала М-Хобби. Вот этот за 2002 год. Лучшая модель 2002 года. Так. Что тут еще? Вот, и на следующей страничке ближайшая ожидаемая новинка — это Ми-35М. Но он очень похож на Ми-24, мне кажется. Да. Не знаю, если вы собираете вертолеты, я думаю, эта новинка должна быть для вас ожидаемой. Вот. Не знаю, вертолеты у звезды очень качественные. И вообще, я так понимаю, это никакие не перепаки, а все их личные разработки данных моделей. Дальше идет современная авиация в 72-м масштабе. Но я не знаю, меня почему-то авиация лично меня не сильно привлекает. Но я бы выделила, наверное, на этой страничке Су-39. Очень интересно выглядит машина, а также очень интересная машина Беркут. У него, видите, как необычно расположены крылья. Это называется обратная стреловидность крыла. И то, что он просто как уникальное творение техники, до чего дошла человеческая мысль и инженерный гений. Так, дальше идет самолеты в 72-м масштабе. Это уже современные самолеты. Они в основном российские. Тут нет ни одного заграничного самолета. Так. Ну, вот их хит продаж — это американский Си-130 Геркулес. Он, кстати, у меня есть, но я никак не могу его собрать, потому что это такая большая машина. И опять же, она требует определенных навыков, особенно в окраске. Мне проще, конечно, собирать камазики, если честно. Вот. Что же вы пишите, пока я смотрю? Так, всех наступающих. Привет из Сочи. В Сочи большой привет. Слышала, у вас недавно был снег. Так, дальше. Эти модели у них давно в арсенале. Помимо прошлогодней новинки этого Си-130, а также
очень интересные самолеты, которые выйдут в следующем году. И это очередная версия самолета Си-130 «Геркулес», очередной американец. Видимо, звезда очень-очень хочет попасть на рынок международный и в том числе заинтересовать американцев и европейцев своей продукцией. Но я, в принципе, понимаю их стремления, и мне кажется, это правильный шаг развития компании. Так, а дальше идет страничка с самолетами Второй мировой войны. И вы узнаете вот этот самолет? Он у меня был на канале. Эта модель вообще попала ко мне абсолютно случайно. Она стоила всего лишь 200 рублей, если не ошибаюсь. Это самолет Ла-5ФН. Ну, тоже довольно интересная машина. Так что вы можете посмотреть видео со сборкой и окраской данной модели. И также я там рассказываю про его историю, если я не ошибаюсь, как немцы описывали данный самолет, когда он попал к ним, ну как сказать, когда они его захватили и исследовали. Вот. Что же еще по каталогу? Вот, а здесь как раз обзор новинок. Ну, не новинок, вот эти вот модели, которые выпущены серым цветом, это в ближайшем будущем выйдут у звезды. Это истребитель Як-9Д и также это штурмовик Ил-2. Довольно интересные машины, особенно для своего времени, уникальные. Ну, тут есть и немцы, но их очень мало в коллекции. И вот еще одна новинка, это Як-9Д. Яков, по-моему, до этого у звезды я не видела. На 9-х. Вот. Так. А следующим будут современные самолеты в 48-м масштабе. Ну, для этого я немножко сейчас почитаю чат. Так, вы мне желаете хороших праздников и с наступающим. Ну, я вам тоже желаю в ответ отлично провести эти выходные. Так. Так, с наступающим. Вопрос из Екатеринбурга. Нравится ли мне собирать? Нравилось собирать, но не красить. Ну, кому как. Я люблю больше красить, конечно, модели. Не люблю долгие сборки. Да, и вам большое спасибо, что вы поддерживаете мой канал рублем. Так. Вернемся в трансляцию. Так. Вы собрали Арктику. Ну и расскажите, как она вам. Если честно, мое впечатление о ней такое немножко двоякое. Я ее очень хотела. Она мне, в принципе, в сборке очень понравилась. Но это было немножко долго, конечно. Необычно. Просто флот — это действительно отдельный мир, и к нему надо быть как-то морально готовым на нескорый результат вашей стройки. Вот. И мне, конечно, вот последние 2 дня я потратила то, что просто час времени я приклеивала маленькие маски на окна. Но это очень такая сложная и кропотливая работа. А вообще, наверное, звезда могла бы вот эти маски положить в комплект к модели. Потому что, мне кажется, они не такие уж и дорогие в производстве. И к самолетам, кстати, тоже, наверное, было бы неплохо добавлять такие маленькие аксессуары, на мой взгляд. А то ты ищешь их на разных интернет-магазинах, а самим вырезать это тоже сколько времени. Не знаю, я готова заплатить за экономию времени. Не знаю, как вы. Так. Продолжим с обзора каталога. Так, это броневички.
В 48-м масштабе современных самолетов у звезды не так уж и много, всего лишь 3. Это Як-130, Су-25, которая как раз новинка, и которая будет буквально, мне кажется, в январе-феврале. И истребитель Су-57. Вот видно вам? Так, а дальше идет гражданский самолет. Это тоже, кстати, очень отдельный мир. У меня многие новинки есть, но я никак их не могу собрать, потому что я, честно говоря, побаиваюсь окраски. Не знаю, напишите мне какой-нибудь гайд, кто занимается гражданскими самолетами, очень рада буду почитать. Или ссылочку на какой-нибудь гайд, как их красить лучше всего. Вот это современные самолеты, в основном аэробусы. Есть вот Ил. Так, Боинги. Вот этот большой Боинг в 144 масштабе, в разных ливреях. Вот это вот современный самолет. И в ближайшее время нас ждет 2 новых самолета. Это Боинг 757-300 с декалью компании Конкор. Если честно, я даже не знаю, где она летает. Если вы знаете, то расскажите. А также пассажирский аэробус А320 Neo турецких авиалиний. Интересные машины. Все на первый взгляд кажется, что они мало чем друг от друга отличаются. Но, наверное, ценители авиации могут рассказать об этом очень много. Ой, а также на этой страничке есть военные самолеты, из всего 3. И к ним причастен, например, российский самолет-амфибия Б-200ЧС. У меня он тоже есть в коллекции. И это видео выходило осенью. Я не помню, где-то в сентябре или в октябре я его выпускала. С этой машиной тоже такая интересная история. Я собрала ее в прошлом летом, а только этой осенью закончила. То есть практически 1,5 года я строила эту машину. Ну, собственно, в последнем видео и я рассказываю, почему так случилось. Так что, если вас интересует, можете посмотреть это на моем канале. Так, дальше идет бронетехника в каталоге. Но перед тем, как я приступлю к этому обзору, давайте почитаю, что вы мне пишете. Привет, привет Италии. Это очень здорово. Почему у меня так мало моделей в 43-м масштабе? Почему? У меня их очень много. Вы посмотрите, АВД, автобусы, троллейбусы, КАМАЗы. Все в 43-м масштабе. Ну да, я знаю, что сейчас мало фирм выпускает легковых автомобилей. У меня была Нива на канале, а также Буханка, самое первое видео в 43-м масштабе, модель от звезды. Ну, АВДшек очень много в 43-м масштабе, зря вот так. Даже вот перед Буханкой выходила Буханка Головастик и Урал, тоже в 43-м масштабе. Так. Я собрал Т-72Б. Ну, здорово, это классная машина. Очень интересный танк. Так. Кто-то делает зимнюю диораму с ИСУ, но это тоже такая интересная машина, и она очень эффектно будет смотреться в зимнем камуфляже, я думаю. Какую модель из смолы посоветуете? Ну, я не знаю, что вам посоветовать, потому что этот материал очень капризный, и если есть вариант, который не из смолы, лучше выбрать не из смолы. Не знаю, как, я не могу так посоветовать. Если вам нравится прототип, просто ищите варианты. А если нет вариантов в пластике, приходится покупать смолу. Вот, не знаю, у меня вот такое вам пожелание.
Какую технику больше нравится собирать, военную, строительную? Ну, строительную технику я еще не собирала, хотя это, наверное, тоже очень интересно. А почему? А разве Татра, золотая ручка, это не строительная техника? Вполне себе строительная. И мне она вполне понравилась. Вообще очень классная модель вышла, такая состаренная. Военная техника, не знаю, у меня раньше был к ней как-то больше интереса. В последнее время он угасает, и мне больше нравится что-то современное. Ну, то, что я вижу на улицах, там, зелки, конечно, уже не увидишь, но, не знаю, они мне какие-то добрые воспоминания о детстве, например, дарят, когда собираешь эту модель. Так, ну, автобусы, кстати, тоже очень интересная техника. Не знаю, я хотела как-то попасть в музей транспорта, но он почему-то сейчас закрыт на реконструкцию. Я даже не знаю, по-моему, наверное, в следующем году откроется в Москве. Это тоже, наверное, такое будет событие, посмотреть на все троллейбусы, автобусы, их развитие, историю. Наверняка там будет начало с каких-то конных трамваев. Не знаю, интересно. Так, Коля, мы заговорили о музее. Я тут на днях была в музее, ну не музей, а как это выставка, военная выставка «Моторы войны». Она переехала на Рогожский вал в Москве, и, не знаю, я впечатлена. Мне очень понравились все экспонаты. Ну, конечно, я их уже видела, часть из них, но там выставка стала намного больше, чем была пару лет назад в том же «Патриоте», а до этого, я не помню, где-то в другом месте была у них экспозиция. Ну, не знаю, если вы очень интересуетесь техникой, то там прям вдохновляешься работой. А больше меня вдохновляет труд реконструкторов, потому что они находили эту технику в каких-то болотах, не знаю, в каких-то деревнях, полуразваленные останки, можно сказать, этой техники и этих машин. И постепенно находили какие-то запчасти. Если они их не находили, то они использовали, как сказать, сами изготавливали токарными работами какие-то там болтики, винтики, даже крылья, я думаю. Но это такое очень тоже такое хобби для богатых, можно так сказать, что, в общем, не знаю, мне очень нравится, когда люди очень трепетно относятся к каким-то вещам, и это чувствуется вот в этом музее, что люди просто как бы болеют, что ли, своим делом. И вообще в «Моторах войны» в последнее время по выходным стали эту технику заводить, и она, один из экспонатов, оживает и ездит. Вот в прошлые выходные какой-то американский вездеход, прям трактор, ездил вокруг этого музея, и на нем был Дед Мороз. Если вам очень интересно, вы можете найти их аккаунт в Инстаграме, там есть кадры. Вот, и даже, по-моему, я отмечала в последнем посте, ну, в одном из постов, их аккаунт. Не знаю, классно, мне очень понравилось, и я прям рекомендую попасть в этот музей. Да, они требуют ПЦР-тест, но это везде сейчас. Так что, не знаю, мне кажется... Угу. Так что очень советую посетить, особенно в эти праздники. У них, по-моему, 4 числа будет тоже заезд одного из вездеходов в 12 дня, если не ошибаюсь. Так что, если есть желание, можете посетить. Так, большое спасибо вам за донаты. Не знаю, классно, спасибо. Так, давайте продолжать обзор каталога. Это военная техника. И военной техники у меня много от звезды. Например, практически все, что здесь представлено на страничке. Вы помните вот этот Тайфун? У меня аж целых 2. Это модель, была новинка. Она выходила, по-моему, в феврале, если не ошибаюсь, в марте. Как-то так, в начале прошлого года. Очень сложная модель. Я ее очень не рекомендую начинающим моделистам,
потому что тут очень много деталей, и в окраске она не очень проста. Такая модель на любителя. И что самое интересное, я эти машины видела вживую на Параде Победы, который проходил вот в мае этого года. И у меня на канале есть видеорепортаж оттуда. Кстати, вы тоже можете посмотреть, где эти машины на заднем плане. И также я пыталась их обснять. И там, кстати, действительно очень тесно внутри. Так, ну тут советские БТРы, очень древние наборы. Какие-то наборы, по-моему, здесь перепаки от Дрэгона, если не ошибаюсь. А также, смотрите, тоже хит продаж. Это КАМАЗ в 35-м масштабе. И у меня он тоже есть. Правда, пока только в сборке. Сборка очень сложная тоже, потому что на сборке этого автомобиля вы вполне можете изучить полностью устройство автомобиля, и не только КАМАЗа, и вообще. То есть детализация настолько проработана, что ты чуть ли не головки цилиндров двигателя собираешь, там все вот до полной мелочи. Все тяги, все подвески, то есть полностью изучаешь устройство работы этого автомобиля. Также вот на следующей страничке танк Т-62. Я, кстати, очень удивлена большой популярности этого видео на моем канале. И очень даже рада этому, что это один из самых массовых танков Советского Союза, да и не только. В общем, интересная машина. Ну и буханка, как же без буханки? Буханка в 35-м масштабе. Видите, они относятся ее к военной технике, но ваше дело сделать ее абсолютно любого цвета, любой модификации, что-то переделать вполне можно. Потому что моделист это все-таки в первую очередь творческая профессия, можно сказать. Не обязательно же собирать по канонам. Надо иногда проявлять фантазию. Ну вот, и самое интересное, что в следующем году выходит российская, точнее, она уже вышла, машина «Армата» с боевым модулем, как же он там называется, «Кинжал». И он у меня есть. Я могу вам сейчас его показать. Она вышла тоже вот буквально неделю назад. Вот так выглядит эта коробочка. Она просто огромнейшая. Здесь большой бокс-арт. И авторство бокс-арта не Андрея Жирнова. Это, наверное, какой-то компьютерная обработка фотографии, на мой взгляд. То есть, видите, на Параде Победы. Сейчас открою, покажу вам все поближе. Так, как это открыть? Сейчас куча разных наклеечек, заклеечек. Так. Вот. Ой. Вот так вот выглядит корпус. Видите, какая громадная машина. Не знаю, мне очень нравится. Потому что мне он даже немножко напоминает лягушонка, если честно, эта машина. Потому что здесь будут еще фары. Интересно. Звезда очень тщательно подошла вот к деталям. Тут вот. Сейчас. Вот так вот леднички выглядят. Я потом отфотографирую и сделаю статью на Дзене об этой машине, об обзоре этого набора. Так что тоже подписывайтесь на мой Дзен-канал в Яндексе. Там регулярно что-то выходит. Ну, не каждый день, но довольно часто. Так.
Так, сейчас дальше детальки. Тут очень много литничков. Вот этот литник с самой башней. Так, вот борта. Сейчас, ну, наверное, самое интересное посмотреть еще гусеницы, как сделано. Секунду. Так, вот первым делом мне попалась еще декаль. Но декаль она скучноватая. Тут просто парадные полосы и цифры, номера. Так. Ну что там еще можно сделать на такой машине сугубо военного назначения? Так, в наборе, кстати, есть еще сеточка. Вот, наверное, имитирует решетку. Так, сейчас гусеница. Они полунаборные. Тут вот 2 литничка. И все идеально просто. Не знаю, раз, два и собрал. Ну, конечно, это не как буханку за один вечер, но дня 3-4 на сборку точно придется потратить. Так, сейчас. Немножко тут разберусь. Так, вот такую они предлагают схему сборки. Это, видите, в камуфляже. И также парадный вариант. Не знаю, здорово. Инструкция. Инструкция простая, я думаю. Хотя тут 24 шага. А в Арктике, по-моему, было 30 шагов. Если не 35, точно не помню. Значит, тут очень много мелких деталей, так что вам придется немножко набраться терпения, чтобы приклеить все эти ручечки, крючочки, и тогда ну, точно модель должна получиться и красивой и очень зрелищной на полке. Так, что тут дальше? Так, привет из Приморского края. Так. Американца давно собирала, но у меня же вышел недавно Шерман. Шерман, которого я сделала в американском именно варианте. И в ближайшее время я думаю собрать и их пехотинцев. И я думаю, будет у меня небольшая диорамка на эту тему. Так. Да, ребята, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Я рада всем. Вы всегда поднимаете мне настроение своими лайками. Не знаю, в этом месяце прям, не знаю, очень классный месяц. Предновогодний. Так. Реально ли найти модель Зила или Краза? Вполне реально. Но, скорее всего, в магазинах они, если на каких-то есть, то не факт, что у них есть какие-то... Ну, не в самых распространенных магазинах, наверное, может быть, можно найти. Или с рук на Авито на том же поискать. Есть еще такой сайт Scale... Как... Scale eBay, по-моему, так он называется. Где продаются киты, исключительно киты, ну, сборные киты моделей. Так. Так, что скажете про ZIU-10? Ну, очень классная модель, правда, она очень дорогая, и мне кажется, можно было бы ее не так дорого продавать, а так очень классная сборка. Мне вообще очень понравилось, как она у меня вышла. Вы можете посмотреть это в видео, если вы не видели. Оно выходило тоже этой весной, если не ошибаюсь. Так. А как насчет парусников? Ой, ну парусники, если честно, меня очень пугают. Я сейчас на Арктике немножко застряла, потому что хочется сделать ее идеальной, и поэтому тратишь на это много времени. А на паруснике у меня не получится собирать каждую неделю по новому паруснику, чтобы радовать вас новыми видео.
Так. Посоветуете ли новичкам ZIU-10? Мне кажется, лучше начать с ZIU-9, он покороче. А так, почему нет? Если у вас есть аэрограф, ну даже не аэрограф, если вы умеете красить из баллончика, я думаю, эту модель, то вполне можно собрать. Она в сборке очень проста. То есть там только днище, по сути, и сиденье, и все это накрывается кабиной. В принципе, очень даже советую, наверное. Ну, красить только из баллончика. Так. Так. Где найти буран? Ой, не знаю, если честно. Это надо искать в интернете. Да, всем привет. Да. Я бы пошла по основным магазинам, например, как Модельная лавка или Я моделист, или какие-то там еще более такие известные магазины. Потому что на маркетплейсах типа Озон или Wildberries вряд ли будут такие модели. Так, что мне подарить, вы спрашиваете? Дарите мне лайки и подписки, мне это больше всего заряжает. Так, продолжим смотреть каталог. Каталог. Так вот, на этой страничке, где буханка, нас ожидает новая модель. Это Тайфун ВДВ 4х4, такой маленький, коротенький, как бы тигр, похож на машину. Эту модель я тоже видела на Параде Победы и ходила рядом, так что тоже можете посмотреть. Не знаю, я, в принципе, жду эту модель. Я бы с удовольствием собрала им, наверное, из новинок вот эту машину. Так, а дальше страничка с современной техникой, тоже в 35-м масштабе. Ну, тут с классическим МСТА, Т-90, арматы, а также фигурки вежливых людей и бойцов вымпела. И, кстати, вы знаете, что после выпуска вот этих фигур Украина перестала пускать звезду к себе в страну. Ну, вы догадываетесь, по каким причинам, что, наверное, немножко обидно. Так, на следующей страничке продолжается военная техника. Тут тоже КАМАЗы в разных вариантах. Вот Тигр. А также очень интересно, например, вот современная фигурка танкистов. Я, кстати, не замечала их в интернет-магазинах, хотя, наверное, хотела бы поиметь себе в такой коллекции. И вот видите, тоже Урал. Очень тоже большая интересная машина. Еще очень полноприводные версии. Это довольно сложные в плане технической части. Как у них работают все эти шестеренки, которые переключают привод. Ну, не знаю, интересно. Интересно. Так, а дальше идет гражданская техника в 35-м масштабе. И здесь она представлена всего двумя машинами. Их еще нет. Это наши ближайшие новинки. И я с удовольствием бы собрала раллийный КАМАЗ или КАМАЗ, который работает на всех стройках, которые я тут вижу. Это очень интересно. Самосвал. Ну, здорово. Я бы с удовольствием собрала. И собрала бы, наверное, может быть, не в 35-м, но в каком? В 43-м масштабе точно. Так, а дальше идет техника, военная техника. Это военная техника времен Второй мировой войны в 35-м масштабе. Это их новинка. Это новая Т-34-85. Я ее собирала. Очень хорошая модель. А также, ну, идет классика. Эти наборы у звезды давно-давно в коллекции. Мне очень нравится танк Т-26.
на этой страничке. Также видите, немецкий автомобиль Ханамак. ИСУ. Что-то вот в этом году очень мало исторических новинок. Но она очень ожидаемая. Например, вот этот вот советский гусеничный вездеход. И я видела его в музее мотора войны. Действительно впечатляющая, интересная машина. И, наверное, она тоже на ходу. Я думаю, что в какой-нибудь из дней ее запустят там. Также вот новый вариант танка Шерман будет анонсирован в ближайшем году. У него, видите, другая пушка, в отличие от предыдущего. Ну, наверное, другой номер, потому что он другой. Так, а также нас ждет Dodge, автомобиль тоже американский, и явно звезда просто метит на запад. А также следующей новинкой будет танк Т-70Б. Вот только сказала, что тут мало новинок исторической техники, но нет. Кстати, очень редкая машина, но она очень значимая для российской армии, советской армии в период войны. Так, дальше. Дальше продолжается историческая техника в 35-м масштабе. И одной из ближайших новинок это пушка ЗИС-3 с расчетом. Тоже довольно интересно. Это получается маленькая диорама практически у вас на руках. А также вот Шерман. Но Шерман это новинка прошлого года. Она выходила под осенью. Какой осенью? Осенью я ее только собрала. Она выходила летом. В общем, тоже классная модель. Также звезда перевыпускает свои старые наборы. Вот эти танкисты, наверное, им тоже больше 20 лет, как и их первому набору с пехотой, который я имею у себя в коллекции как раритет уже. Ну, хоть они и старые, но они очень хорошо детализированные. По крайней мере, мне их расписывать понравилось больше, чем недавние фигуры с мини-арта для зимней диорамы. Не знаю, лица у них вылиты лучше, чем у мини-арта, на мой взгляд. Также они, видите, перевыпускают немецких штурмпионеров. Так, и здесь начинается интересный 72-й масштаб. У меня, кстати, есть этот танк ИС-2. Не знаю, смогу я его сейчас достать или нет. Нет, он у меня далеко лежит на полке. Показать. Мне очень понравился 72-й масштаб. И первое, что я попробовала в этом масштабе, это был как раз вот этот ИС. Также вот я жду, когда ко мне придет в 72-м масштабе от АВД зелочки. Я думала, что тоже покажу их вам на этом стриме, но, к сожалению, сейчас сервисы доставки работают в авральном режиме, и сегодня он ко мне не приехал. Я даже не знаю, приедет ли он ко мне в ближайшее время. Тоже очень жду попробовать зелок от АВД в 35-м масштабе. Это знаменитый синий кабины 130-й, по-моему, если не ошибаюсь. Самое интересное, что вот у звезды в этом каталоге выходит в ближайшее время танк Маус. Это тоже такой большой танк, знаковый танк, самый большой танк, вершина немецкого танкостроения. Тоже довольно спорная машина, потому что вообще очень странно, что советские и немецкие танкостроители боролись за размер. То есть ставили больше пушки, ставили больше броню и доросли до таких гигантов, что которые даже просто с места не могут двинуться, и воевать при этом такими машинами было очень неудобно, я думаю. Так, но все равно я бы хотела собрать Маус в 72-м масштабе точно. Видите, новинка этот Шерман. В общем, очень обширная коллекция у звезды их техники. А также современка в 72-м масштабе. У меня выходило видео со сборкой С-30 Триумфа, С-400 Триумф, прошу прощения,
С-400. Вот. И тополь у меня есть в коллекции. Как же без тополя? Ведь я когда-то работала с ним. Так, в ближайшее время нас ждет установка «Панцирь» на КамАЗе. Я думаю, будет тоже очень интересно собрать. У него, видите, сколько осей. Я не думаю, что они будут в 72-м масштабе делать очень детализированную сборку. Хотя, кто его знает, С-400 был очень сложен, особенно сложен в декалях. Их было очень много, и они были очень маленькие. Не знаю, посмотрим, как это будет на новинках. А также танк Т-72 в варианте Б3. Вообще, это самый-самый массовый танк. И я думаю, что на канале я его точно покажу. Так, ну 43-й масштаб у звезды невелик. Это всего лишь буханка. По сути, одна и та же, только в 3 вариантах декалей. Следующая страница посвящена кораблям, и тут стоит Арктика. Арктика оказалась довольно сложной, но выглядит, кстати, очень презентабельно и внушительно. Вообще, это история этой не то что модели, вообще то, что Россия обладает атомным ледокольным флотом, это такая уникальная система. Ну, она, наверное, вынуждена, наша страна, иметь такие машины, такие корабли для того, чтобы осваивать свои территории на севере. Так, немножко к чату обращусь. Так, пожалуйста, на канал Технику Росгвардии. Ну вот я и думаю собрать не Тайфун, наверное, новая Тайфун от звезды. Не знаю, когда он выйдет, но обязательно соберу. Вот такой. Так, ну он, наверное, военный. Но я видела Тайфуны и в раскраске Росгвардии. Так. Что дальше? Покажите Петербилд. Ну, честно, я пока боюсь его трогать, я его не до конца склеила. Он стоит так, то есть, ну, вы его видите на заднем плане. Так. И в эти праздники я выпущу о нем видео, о его постройке. Так. Странно, что буханку не сделали одним набором, которым можно докупить декали. Но в этом же и суть маркетинга и продаж. Ты покупаешь больше моделей за декалей. Как вот, например, в последнее время стали делать фирма ICM и та же Mini-Art. Они выпускают Т-34 и делают им разные декали. И получаются разные наборы. Больше денег с нас. Так. Что еще? Так. Так. Ну, давайте покажу флот. Я, конечно, флотом не очень болею. И, по-моему, здесь новинок особо и не ждется. Тут, конечно, звезда хайпит немножко. Например, вот такими большими кораблями, как авианосцами. Также вот крейсер «Варяг». Такие, как массовые корабли, которые у всех на слуху. Вот какая-то бригантина, просто без какого-то определенного индекса и названия. Подводная лодка «Щука». Кстати, эта щука очень похожа на ту, что получилось у меня. Прям один в один практически. Как я тоже угадала с цветом, получается. Так, ну и также, ну вот, хайповые летучий голландец, черная жемчужина. Так что, если вы хотите попробовать собрать что-нибудь из флота, можно попробовать взять это у звезды.
Вот так вот. Кстати, что мне понравилось в этом каталоге, тут дальше идет 100-й масштаб, военно-исторические игры, и в ближайшее время здесь будет выходить, сейчас скажу, американский миномет, немецкий автомобиль Puma, очень интересно, мне кажется, он получится вот такой вот малюсенький и довольно милый. Я бы собрала его тоже с удовольствием. Так, ну вообще мне очень хочется собрать вот в таком мелком масштабе какой-нибудь самолетик, потому что самолеты большого масштаба, они не смотрятся настолько именно моделью, они как-то больше игрушечно смотрятся. Не знаю, мне кажется, вот чем меньше, тем ты дольше прорабатываешь детали, тем модель кажется именно вот моделью, на мой взгляд. Так, самое интересное в этом каталоге, что в конце Звезда анонсирует свои новые краски в виде баллончиков. И это довольно правильное решение, потому что, будь я начинающим моделистом, и мне бы предложили красить кисточкой, звездовской краской, вот их разные варианты, разные окрасы, или баллончик, конечно же, я выбрала баллончик. Это легко и просто. Я думаю, по цене будет не сильно дорого. И при этом, в принципе, все. Если вас, конечно, еще интересует военно-историческая миниатюра, у Звезды тут тоже очень много разных наборов. И вообще у них есть свой официальный интернет-магазин. Наверняка там тоже что-то есть. Вот видите, средневековую крепость можно построить. И также какой-нибудь средневековый дом, сельский дом. Довольно интересная. Только непонятно, в каком они масштабе. Тут даже масштаб не указан. Видимо, какой-то свой масштаб. Так, давайте перейду к показу своих моделей, которые у меня накопились помимо вот этой арматы. У меня есть тоже горячая новинка. Это Ил-2 в 48-м масштабе. Эта машина уникальная. Она двухместная. То есть помимо пилота сзади есть еще и стрелок, который обороняет хвост данной машины. Буксар тут тоже выполнен, я так понимаю, Андреем Жирновым, мне кажется. Только я не вижу, где его подпись. Ну, видно, что он рисованный, и очень интересная картина. Тут, видите, самолет сбрасывает бомбы. Внизу идет танковый бой. Тигр. Еще какой-то танк, тоже вроде ПЗшка какая-то. Город, тоже вот немецкая бронеавтомобиль. Поле. Зимнее поле. Может быть, они показывают битву под Москвой. Скорее всего. Кто его знает. Кстати, я в эти выходные случайно попала на реконструкцию битвы под Москвой. Абсолютно случайно. Я была на даче и услышала просто громкие выстрелы. А потом какие-то строевые песни. У меня дача находится под Наро-Фоминском. И я пошла, залезла в интернет посмотреть, что это, где это, вообще, что за происходит. Нигде нет никакой информации. И случайно на сайте администрации местного городского округа, как он правильно называется, наверное, Наро-Фоминский городской округ, была просто список событий данного региона, и там как раз была реконструкция битвы под Москвой в селе Елагино. Меня просто, я, конечно, туда поехала, успела только под конец, так что вот какие-то фото, которые вы видели у меня в Инстаграме и в ВК, это вот оттуда. К сожалению, не знаю, никаких громких анонсов таких событий нет, хотя народу было довольно-таки много. Не знаю, я бы с удовольствием еще бы посетила такие бы события, и я стараюсь все снять. Конечно, полноценный сюжет вряд ли получится, потому что я успела только под конец, когда уже все расходились, разъезжались, абсолютно случайно. И
Если вы хотите что-нибудь подобное увидеть, то, скорее всего, это будет выходить у меня на канале Даша Техник, так что тоже переходите туда. Думаю, вам тоже понравится такая исторические справки от меня. Вот, давайте перейду к обзору коробки. Сзади, как правильно сказать-то? На обратной стороне коробки есть собранный автомобиль. Автомобиль, уже заговариваюсь. Самолет, штурмовик. В наборе, кстати, есть пилот. Это тоже очень интересно. Очень оживит машину. Очень красивая сборка и окраска. Мне очень нравится, как сделаны тут следы в копоти, пыли. Так что сейчас покажу, что там внутри. Так, Даша, здравствуйте. Почему именно модели звезды? Есть с более хорошим литьем и детализацией. Мне нравится их соотношение цена и качество, потому что зачастую наборы с более хорошей детализацией и литьем стоят в разы дороже. А тут ты, по сути, за те же деньги можешь и краски купить, и то, и все. При этом модели у звезды в последнее время выходят в очень хорошем качестве. Так, ну, у меня первое это декаль в виде звезд, и тут очень много технических надписей. Сейчас без пакетика. Так, сейчас вот так. Мне кажется, интересно. Так, и сам самолет. Сейчас открою. Ну, вот такой вот фюзеляж. Не знаю, все очень качественно отлито. Не знаю, я просто по опыту сборки B200. B200 выходил год назад, а не сейчас. Там все стыковалось просто идеально. Надеюсь, что здесь будет все то же самое. Вообще, я даже шпаклевкой практически не пользовалась ни на B200. И вот его крыло. Так, ну также тут очень много деталей с мелочевкой разной. Тут даже двигатель, посмотрите, полностью деталь двигателя сделана. То есть внутри будет не пустота, а настоящий двигатель стоять. По-моему, это здорово. Также вот пилот, даже два. Основной пилот, вот винт. Не знаю, здорово. Опять же, нужно столько наборов, столько всего интересного выходит, и хочется все это собрать. На это все нужно время. Надеюсь, я как-нибудь это все успею. Так. Так. Пока почитаю, что у вас тут. Так, в 40 году илы были, да. Так, уже сборные модели будут на полке стоять, или же будет цикл диорам. Мне очень хочется собирать диорамы, но они выходят не так часто, как модели. Просто по времени их надо собрать модель, собрать людей, все это расписать, все это скомпоновать. По времени выходит очень долго. И плюс мне хочется, ну, как-то, чтобы это было интересно, продумывать сюжеты. У меня в идее очень много моих машин поставить на диорамы. Тот же Ерас, который вот стоит в собранном виде, но не окрашенном, поставить на диораму с горами, например. Мне кажется, будет очень интересно.
Но когда-нибудь я это обязательно сделаю. Вот, поэтому делать многосерийные видео мне тоже не очень хочется, потому что это неинтересно смотреть, в первую очередь мне, я думаю, и вам тоже. Но также следующее, что у меня есть в новинках, это вот такая вот Катюша на базе Chevrolet от ICM. Это тоже очень замечательный набор. Он мне пришел из Украины. Ребята из ICM мне отправили свою горячую новинку. Я очень люблю Катюши. Это тоже такая знаковая машина для нашей армии, точнее установка. Ее ставили и на ЗИСы, вот видите, и на такие ленд-лизовские Chevrolet. Они боролись с самолетами, да и не только. Тут очень много деталей и очень высоко детализированная машина. По ней, наверное, тоже можно изучать полностью устройство автомобиля. Правда, у нее очень слабенькая декаль. Вот такая. Эй, фокус. Давай, ловись. Вот, поймался. Вот. Всего лишь только номер и приборная панель. И вот такая вот инструкция. Инструкция ICM всегда очень интересная, красочная. Представляете, тут 135 шагов. 135 шагов. Это же 30 страниц инструкции. Это вам сборка на месяц вперед. Но я ее точно обязательно соберу. Потому что, не знаю, я люблю Катюши, тут ракеты. Правда, нам предлагают сделать всего лишь, по сути, два варианта окраски, которые друг от друга отличаются только декалью, я так понимаю. И тут, видите, БМ-1316 на базе ТТТ, неизвестный гвардейский минометный полк 43-го года. Ну, какая-то тоже странная. Странно ICM относится к этому. Так. Сейчас леднички вам покажу. Так, где же мой нож? Так. Ладно, как я раскидалась своими инструментами. Так. Так, и вот так вот он выглядит. Вот это двери, капот, вот сама кабина. Не знаю, по-моему, очень достойно. Посмотрите, какая решетка. Ни одного оплоя. Не знаю, современные модели просто стали делать очень качественно. Посмотрите, как выглядят вот эти раздаточные коробки, если не ошибаюсь. И вот какие-то части двигателя. Может, карбюраторы. Так. Сейчас найду саму установку. Потому что все детали показывать я не вижу смысла. Вот такие вот направляющие и ракеты. Вот они. Они даже, смотрите, они монолитные. То есть не надо их собирать. Просто отрезала от литничка и все. Ну не здорово же. Очень здорово. Так, ну единственное, наверное, что мне не очень нравится в этой модели, это вот эти вот детали колес. Вы видите, что шины и диски сделаны одной деталью. Их надо склеивать, будет шов. И окраска будет довольно-таки сложной. Так. Так. Есть ли у меня желание собрать парусник? Нет, на данный момент пока нет. Если бы хотелось собрать какую-нибудь не звезды, какую фирму бы хотелось попробовать? Не знаю, я думаю, они все модели примерно одинаковые. Мне больше цепляет прототип, какая-то определенная машина. Мне очень сейчас нравится АВД со своими КАМАЗами.
хотите, вам покажу, что у меня выйдет в ближайшее время, уже полностью готовая модель. Вот она. Узнаете? Это новейший КамАЗ. По-моему, вышло у меня вполне неплохо. Так что ждите в ближайшее время видео с обзором и сборкой. И, не знаю, я очень вдохновилась этой моделью. Мне все-таки современная техника больше нравится. Ну и Катюша, это Катюша просто поражают своей исторической значимостью. И ты собираешь не просто модели, а просто изучаешь историю параллельно. Историю техники. Так. Собственно, следующая новинка. i7 это тоже делает очень интересно. У меня... Угадайте, что? Это очередной КамАЗ. Это, но на коробке об этом ни слова, просто советский шестиколесный армейский грузовик с кунгом. И водитель в шапке, видите? Настоящий советский человек в советской шапке. Вот. Так что я надеюсь, что тоже соберу этот КамАЗ, потому что i7 в последнее время высылает и делает тоже очень качественные модели, и они не такие дорогие. Я помню в свое время, когда они только появились на рынке, я скупила практически все их грузовички. Мне очень нравится, например, грузовичок, который я делала в виде, как сказать, грузовичок в виде скорой помощи, ну не скорой помощи, а как-то военный санитарный грузовик. Вы на базе Форда. Вы можете посмотреть его поближе в видео, где я делюсь своей коллекцией грузовиков. Он выходил давно, год-полтора назад. Так вот этот грузовик от i7, они уже от такого ретро переходят в современку. Они чувствуют, что людям нравятся КамАЗы и выпускают как можно больше КамАЗов. В принципе, тоже логично. Потому что у меня на канале тоже вы любите КамАЗы. Тут в инструкции тоже 155 шагов. Вы представляете, насколько он детализированный? То есть вот полностью вся подвеска, все двигатели, все, что хочешь, можно изучить, собирая этот автомобиль. Видите, какие у них дифференциалы, то есть каждое колесо может ехать со своей скоростью. То есть настоящая внедорожная большая машина. И все это на механике, а не на роботизированных колесах. Кстати, у модели довольно интересная декаль. Вот она. Так, видно? Тут разные варианты, разные значки разных род войск. Вот, но сама модель очень огромная. Сейчас буквально пару лесничков покажу. Так. Что-то потеряла. Ну, ничего страшного. Так. Вот деталь кунга. То есть можно примерно представить, какого он размера. То есть это если кунг с ладошку, то весь КамАЗ будет, наверное, ну не знаю, по локоть. Ну, может, чуть меньше. Вот. Деталей очень много. Вот она кабина. К сожалению, на ней нет выштамповки КамАЗ. То есть вам придется искать где-то, ну и мне тоже, у других фирм какие-то, как правильно назвать-то, автомаркет это называется. Фототравленные надписи придется искать. В общем, модель меня тоже очень впечатлила. Я с удовольствием соберу. И у этой модели
Вот, что я потеряла. Я потеряла колеса. Колеса резиновые. Это довольно редко бывает у ICM. Но на больших машинах практически всегда. И они очень качественные. Просто у Звезды, например, очень плохое качество у протектора. Здесь, конечно, придется немножко поработать шов, но в целом, смотрите, по-моему, очень здорово. И у ICM продаются краски именно под этот грузовик. Таким вот набором. Мне очень нравится у них цвет Rubbery Black. Я его часто использую в покраске АВД. Особенно вот какие-то ступени. Он получается у них такой матовый с легким серым отливом. Так вот, в набор входит лак, глянцевый лак. В набор входит вот такая красная краска, я так понимаю, для фар. Вот мой любимый черный Rubbery Black. То есть будет у меня уже второй, потому что тот уже практически кончился. И такой же вот Russian зеленый цвет. Эти краски очень хорошо подходят под кисть. В общем, то, что я крашу кисточкой, то это, скорее всего, именно вот этот вот ICM. И также вот металлик. Черный металлик для деталей рамы и, я так понимаю, для фар. Ну, для фар он очень темный. Ну, покрасить им двигатель будет просто интересно и шедеврально. Так. Ну, собственно, наверное, все, что я хотела вам рассказать. Все, что хотела показать. Передаю вам всем привет. Еще раз поздравляю вас всех с наступающим Новым годом. Так что спасибо вам за все лайки, донаты, комментарии. Нас очень много. 260 человек смотрят. Я даже вот только сейчас посмотрела на счетчик. Так что большое спасибо. Наверное, я хочу заканчивать этот стрим. Что вы мне тут пишете? Кроме B200, да, у меня из авиации был только B200 и La5FN. Да. Когда будет видео с Арктикой, но в январе точно. Вот. Сейчас он пока не готов. Потому что Новый год я планирую проводить за городом. И там, наверное, только что-нибудь соберу. Красить я не буду. Вот. Так. Так. Пластик АВД. Клей Ревел клеит, но долго. Я бы советовала все-таки покупать клей для АБС пластика от Tamiya, например. Не, можно клеить. Можно. Вполне можно, но долго. Так. Сколько стоят модели на заказ? Ну, это очень индивидуально. Пишите мне на почту или в Инстаграм, в ВК. Я вам отвечу. Все зависит от того, что вы хотите. Военная медицинская машина. Да, мне тоже очень это интересно. У меня есть видео про Ниву в 43-м масштабе. Именно медицинскую. Так. Но она не военная, но внедорожная. Вот. Так. Простите, в каком масштабе? КамАЗ? КамАЗ в 35-м масштабе. Так. 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 Что-нибудь из авиации я бы собрала Ми-24, например. Он точно у меня будет в сборке. Так что ладно, давайте тогда ложиться спать. До новых встреч. Пока-пока. Так, все, завершаю трансляцию.